Доброе утро. Всем привет! Сегодня мы выбрались в центр Еревана без конкретного маршрута и конкретной цели. Но такие у нас, я так чувствую, получатся бродилки. Мне кажется, у всех бывает, да, под настроение. Выходишь в город и идешь, куда глаза глядят. Да, вот сейчас за спиной у нас, например, огромный книжный магазин, которого еще недавно здесь не было. А напротив какое-то новое, довольно большое кафе. Я хотела сказать вам огромное спасибо за обратную связь, за то, что вы пишете нам в комментариях, за то, что проявляете интерес. С какими-то людьми мы уже в комментариях столько переписывались, что я уже как-то их себе представляю. И это очень радует и очень греет, что вы есть. Да? Наш мир заметно расширил свои границы именно благодаря вашему в нем присутствию. Спасибо огромное. По этим улицам стоит ходить с высоко поднятой головой, вернее задранной, потому что только так можно увидеть интересные детали расположенных здесь зданий. А вы знаете, что Ереван – город смелых архитектурных экспериментов. Вот мы как раз у одного из таких зданий в районе улицы Вардананс. Этому дому без 5 минут, без 10 лет, 100 лет. Оно очень стильное. Смотрите, какие эркеры и остекленные острые углы. Автор проекта Тиран Ерканян. Здание построено в 1933-1934 году. Тут целый комплекс интересных разнообразных домов. Они находятся на близлежащих улицах Топогричный Риан, Рапетутян и, собственно, Вартананс. Это проекты Ерканяна, Геворга Кочара и других архитекторов. Они же авторы знаменитого здания «Кино Москва». Их дома были настолько оригинальны, что не всем нравились. Союз архитекторов должен серьезно позаботиться о перевоспитании Ерканяна, писала одна из газет того времени. Винный бар «Виноград». Место милое и атмосферное. Симпатичные традиции писать пожелания на пробке от вина, которое ты тут выпил, и прикреплять на специальную стену. Правда, я не помню, что же я тогда загадала. А вот тут здание новой гостиницы «Ани Гранд Отель». Вполне себе красивое. А до того, как оно тут появилось, на этом самом месте средь бела дня прогремел взрыв, который переполошил ереванцев. Взорвали основную часть здания первой типографии. Когда начинаешь присматриваться к деталям, замечаешь, сколько потрясающих орнаментов, украшений на домах в центре.
И вот здесь, мне кажется, их как-то привели в порядок, покрасили, да и сам дом покрасили. А вот мы вышли к площади, названной именем академика Андрея Сахарова. Памятник появился тут в 2001 году. Это первая площадь, названная его именем, и первый памятник на территории бывшего Советского Союза. А вот там просматривается здание старой пожарной части. Сейчас там, по-моему, просто гаражи, но немного грустно, что здание теперь уже не используется по своему первоначальному предназначению. Посмотрите, на какое мы интересное место неожиданно для себя набрели в центре Еревана. Все такое старое, и вообще непонятно, что это. Сами, ребят, в некотором обалдении, потому что такое впечатление, что шел по улице, вдруг заснул и попал в какую-то очень странную реальность. Но место очень эстетичное, просто тут воплю от восторга, потому что масса каких-то невероятно интересных деталей. Вон, посмотрите, сейчас Мика снимет, там такая полочка с книгами, какие-то бюсты всюду. Вроде все такое местами старое, потрепанное, а в этом есть явная эстетика.
выныриваем из этой параллельной реальности в обычную шумную жизнь города. А сейчас пришли в свой любимый ресторан Вена. Классное место. Внутри покажем обязательно. Всем советуем. Вот так вот, не выезжая из Еревана, можно попасть в Вену. Сейчас я покажу, тут очень забавные у них скатерки бумажные. Мы уже здесь, наверное, в 3-й раз. Но мне очень нравится, время от времени мы сюда забредаем. Это самый центр, как вы уже, наверное, поняли, совсем недалеко от Северного проспекта. Ну вот и подошла к концу наша сегодняшняя история. Мы очень довольны сами тем, как провели сегодняшнее утро. Плотно позавтракали. Да, и сейчас такие немножко тормознутые. Надо ехать домой. Да, пока-пока. Всем пока.